Чтобы набрать вот такой эластичный край, значит, нужно рассчитать количество петель, которые мы будем набирать на дополнительную нить. Этот способ похож на фабричный, он осуществляется с помощью дополнительной нити. Как нам рассчитать петли? Петель мы набираем в 2 раза меньше, но не в каждом случае прям ровно в 2 раза меньше. Значит, в случае четного количества петель, необходимого вам, например, 20, вам необходимо 20 петель вместе с кромочными. Этот вариант сейчас я рассматриваю не для кругового вязания. И нечетное. Например, 21 петля. В случае, если нужно набрать 20 петель, мы делим на 2. Петель надо набирать в 2 раза меньше. У нас получается 10 петель. Но почему мы набираем именно в 2 раза меньше? Мы набираем 10 петель, а потом в промежутках между ними из первого ряда будем поднимать основную нить из протяжки. Естественно, протяжек будет на одну меньше. То есть, если у нас 10 петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, то сколько у нас будет промежутков? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Итого будет 19 петель. Нам нужно 20. Либо мы набираем 11 петель, это уже выбирать вам, и потом мы одну петлю убираем. Либо вам набирать 10 петель, будет 19, и одну петлю мы поднимем, например, из протяжки, когда уже будем набирать полное количество петель на спицу основной нитью. Вариант такой. Когда нужно нечетное количество, значит, нам нужно 21 петля. Мы к этому количеству прибавляем 1 и делим вот это вот число уже на 2. Получается у нас 22, 11. Мы набираем 11 петель. Промежутков у 11 петель будет 10. Итого 11 плюс 10 равно 21. То есть в случае нечетного количества петель, тут без проблем. Прибавляете 1, делите на 2. В случае четного делим на 2, получаем на одну меньше, чем хотели бы, и набираем ее еще. Либо набираем на одну больше, но потом мы ее убираем, там, провязываем, например, 2 вместе, кто каким способом пользуется. Вот таким образом мы рассчитываем количество петель, набираемых на дополнительную нить. Нам понадобится дополнительная нить. Она должна быть контрастного цвета с основной нитью. Вот такая вот розовенькая у нас будет. Значит, мы из нее набираем 10 петель. Лучше чуть побольше, наберу 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вытягиваем спицу. Значит, я их свяжу. Причина в том, что разбалтывается первая петелька, поэтому и набираю больше, потому что всякое бывает. Еще лучше я отрежу их, чтобы они еще и не мешали мне. Подтягиваем. Подсоединяем основную нить. Пожалуйста. Начинаем вязать первый ряд, все лицевые. Все лицевые, включая крайние петли, что первую, что последнюю, провязываем все абсолютно петли. Первый ряд лицевые. Второй ряд будет изнаночный. Точно так же первая и последняя. Все провязываются изнаночными. Вот сейчас все провязали лицевыми. Последнюю подхожу к ней и тоже провязываю лицевой. Она мне нужна. Их у нас больше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это уже лишняя была. Все. Вы можете набрать и ровно 10 петель на дополнительную. Так, сейчас у нас весь ряд изнаночный. Первую провязываем изнаночной, вторую провязываем изнаночной. И так дальше до конца ряда, до самого, и последнюю тоже провязываем изнаночной. И следующий ряд у нас будет лицевые, где снова все провязывается лицевыми, включая первые и последние. Второй ряд закончили. Вот оно у нас.
разболтанная петелька. Подтягиваем ее. Вот так за обе подтянем. Хорошо. Это проблема разболтанных петелек только во время набора. Ну, при всех случаях. Сейчас снова все лицевые, включая первую, провязываем, видите, да? И так дальше провязываем абсолютно все. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 тоже провязывается лицевой, пока мы кромочные не выделяем. Так, 3 ряда у нас провязано. Теперь мы вяжем 4-й ряд, и здесь мы уже будем набирать полное количество петель на спицу. Значит, первую провязываем изнаночной. Изнаночной снимаем со спицы. И что же мы делаем дальше? Вот они. Сейчас вам покажу поближе. Вот они, эти протяжечки. Видите, их розовенькие. Вот она первая, вот вторая. Вот их мы сейчас будем вытягивать на спицу. Вот мы нашли ее первую. Вытягиваем ее на спицу ее и провязываем. Лицевой. Теперь изнаночная. У нас пошла уже резиночка 1 на 1. Снова возвращаемся сюда, смотрим протяжки. Находим ее. Сейчас камера наведется. Находим ее. Вытягиваем. Поднимаем на спицу и провязываем лицевой. Я буду специально ждать, чтобы камера наводилась, чтобы вам было все видно. Сейчас вроде бы видно, да? Вот я ее подхватываю. Поднимаю на спицу. По-моему, нет, все правильно. Лицевой провязали. Снова изнаночная. И вот уже вот идет уже наша резиночка. Снова вытягиваем. Вот она. Поднимаем. Смотрим, чтобы дополнительная нить не цеплялась к ней. Снова изнаночная. Я вяжу классикой. Поднимаем. Провязываем. Лицевой. Снова изнаночная. Вот идет наша резиночка уже 1 на 1. Поднимаем вот эту лицевую. Это протяжечки первого ряда основной нити. Поднимаем. Снова изнаночная. Снова поднимаем протяжечку. Смотрим внимательно, чтобы мы не пропускали никакие протяжки, чтобы соседнюю не подняли, а какая-то у нас осталась. Придется распускать. Изнаночная. Снова подняли протяжечку из первого ряда самого на спицу ее. Провязали лицевой. Снова у нас изнаночная. Смотрим, где у нас еще протяжечка. Вот она еще есть. Видите? Видно в камеру. Вот она протяжечка. Мы ее тоже поднимаем на спицу. Подняли на спицу и тоже провязали лицевой. Немножко туго. Но так лучше, чем петли будут болтаться. У нас край болтаться не должен. И последняя. Да. И вот последняя. Осталось сколько у нас петель? 3, 5, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19. А нам нужна петель 20. И вот эту последнюю сейчас мы где-нибудь ее наберем. Например, вот эту протяжку мы можем еще тоже поднять и провязать изнаночной. В общем, каждый пользуется тем методом добавки петель, да, которым пользуетесь. Все, нашу изнаночную провязали и кромочную тоже изнаночной. Что у нас получилось? Вот уже у нас образовался наш край. Сейчас мы провязываем уже теперь полноценную резинку с кромочными петлями. Снимаем первую. Дальше лицевая, изнаночная,
лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Сейчас я довяжу, и уже можно будет удалить нить. Изнаночная. Так, лицевая, потому что она уже и мешает в руке, если честно сказать. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и изнаночная кромочная тоже, изнаночная. Вот уже пошла наша резиночка, мы удаляем. Можно ее, скажем так, потихонечку вытащить. Но кто не хочет мучиться, берем, делаем вот так. Видите, тут, в общем-то, нет никакого шанса вам разрезать основную нить. Поэтому она должна быть контрастной, чтобы ее, во-первых, было удобно вытягивать, ее было видно. Да? А во-вторых, чтобы было проще разрезать, не задев основной нити. Берем вот так вот попросту и удаляем. Я больше люблю, конечно же, дополнительные нити из хлопка, чтобы вот части вот эти не оставались. Ну, в общем-то, все это удаляется, конечно же, легко. Первый узелочек мы его вот аккуратненько можно либо разрезать. Он все уже и вышел, и резать не нужно, все хорошо, все на месте. Да, вот уже началась наша резиночка. Сейчас я провяжу пару рядов, мы с вами вернемся и посмотрим, что у нас получилось. Вот такой фабричный край у нас получился. Вот резиночка наша, вот он фабричный край. Не вижу, видно хорошо? Надеюсь, хорошо видно. Очень эластичный. И главное, его растягиваешь, и он через какое-то время встает просто назад. Очень удобно, что вот на рукавицах, например, я не люблю, прям стягивается, руку не просунешь, да? Вот этот край очень хорошо. Да, на всем, на манжетах, на закрытии горловины, резинки на горловине я имею в виду, нижний край изделия, все что угодно. Если вам нравится, используйте.